Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. У Саудовской Аравии может появиться ядерное оружие. Источники CNN сообщают, что США предварительно согласились разрешить королевству обогащать уран без введения международных гарантий, призванных предотвратить разработку ядерного оружия. Борис Леонидович, судя по заголовкам наших новостей, благосферы, это же стопроцентный знак, что они хотят обзавестись ядерным оружием. Ну, ведь прямой знак, да? Судя по всему, CNN готовит свои фейки, сидя в кофейне на коленке, а мы это охотно перепечатываем. Сначала это... Нет, я сейчас не скажу точную дату, когда именно Саудовская Аравия стала участником договора о нераспространении ядерного оружия, но с вашего позволения статью номер 2 я зачитаю вслух. Договор о нераспространении ядерного оружия одобрен резолюцией 2373 23-й Генеральной Ассамблеи от 12 июня 1968 года. Подписано 192 государствами. Статья номер 2. Каждое из государств, участников договора, не обладающих ядерным оружием, обязуется принять гарантии, как они изложены в соглашении, о котором будут вестись переговоры, которое будет заключено с МАГАТЭ в соответствии с уставом МАГАТЭ и системой гарантий этого агентства, исключительно с целью проверки выполнения его обязательств, принятых в соответствии с настоящим договором, с тем, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения на ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры гарантий, требуемых настоящей статьей, осуществляются в отношении исходного или специального расщепляющегося материала, независимо от того, производится ли он, обрабатывается или используется в любой основной ядерной установке или находится за пределами любой такой установки. Гарантии, требуемые настоящей статьей, применяются ко всему исходному или специальному расщепляющемуся материалу во всей мирной ядерной деятельности в пределах территории такого государства, под его юрисдикцией или осуществляемой под его контролем, где бы то ни было. Точка. Какое отношение имеет соглашение между Королевством Саудовской Аравии и Соединенными Штатами к данному договору и к данному пункту этого договора? Правильный ответ – никакого. Есть международные обязательства Королевства Саудовская Аравия, так же, как и еще у 192 государств на этой планете, и в связи с тем, что они подписали некое двустороннее соглашение, что Королевство Саудовская Аравия выйдет из договора о нераспространении ядерного оружия? Как связано одно с другим? Что в головах у людей, которые писали это сообщение? Мне комментировать сложно. Я не врач-психиатр, у меня специальная подготовка не позволяет дальше комментировать. О чем, собственно говоря, идет речь? Действительно, несколько лет назад было парафировано соглашение 123 между Королевством Саудовской Аравии и Соединенными Штатами Америки. В 1954 году, вскоре после произнесения Эйзенхауэром знаменитой речи «Атом во имя мира», в Соединенных Штатах появился закон об атомной энергии. Соглашение 123 – это порядок взаимодействия, 1954 год, напоминаю, между Соединенными Штатами и теми государствами, которые хотят, используя американские технологии, построить у себя атомные электростанции либо исследовательские ядерные реакторы. Дата создания агентства МАГАТЭ – 1957 год. Дата подписания договора о нераспространении ядерного оружия – 1962 год. Если в CNN действительно считают, что каким-то волшебным образом в 1954 году, когда еще не было ни МАГАТЭ, ни договора о нераспространении ядерного оружия, Соединенные Штаты стали регулировать деятельность МАГАТЭ и выполнение вот этого договора, ну, для этого надо иметь соответствующую справку, тогда вас примут на работу в CNN. 1954 год появления закона об атомной энергии США, 1957 год создания МАГАТЭ, 1962 год появление договора о нераспространении ядерного оружия, начало процедуры подписания. Не связанные между собой вещи. Если говорить о том, чего, собственно говоря, хотела Саудовская Аравия, подписывая соглашение 123, нет, давайте сначала по процедуре пройдемся. Сейчас появилась информация о том, что мистер Трамп подписал
что подписал, для чего подписал. Появились у нас на русском языке статьи, которые начинаются со словами «Соединенные Штаты одобрили ядерную программу Королевства Саудовской Аравии». Я не очень понимаю, как это происходит. Видимо, референдум в Соединенных Штатах прошел или еще какое-то важное событие. В той же новости на пару строчек ниже появляется сообщение о том, что Дональд Трамп одобрил. Так Соединенные Штаты одобрили или Дональд Трамп одобрил? Кто на ком стоял, кто зачем стоял? Давайте к суровой реальности. Соглашение 123 требует подписания и дальнейшей ратификации. В соответствии с законом США об атомной энергии 1954 года, обращу внимание. Первый шаг – парафирование соглашения двумя странами – США и предполагаемый партнер, в данном случае Королевство Саудовской Аравии. Далее, по закону Соединенных Штатов. Рассмотрение документа приходит на уровень администрации президента Соединенных Штатов. Рассмотрение этого документа идет на основании предоставления Государственным департаментом, Государственным регулятором ядерной отрасли, Министерством энергетики Nuclear Proliferation Assessment Statement, оценки влияния соглашения на режим нераспространения, обязательный документ. То, что подписывает Дональд Трамп, решение президента. Этот документ имеет совершенно определенное название. Presidential Determination. Решение определения президента. Это личная ответственность господина президента перед государством Соединенные Штаты. Не перед Королевством Саудовской Аравии. Только перед ними. В том случае, если после изучения всех прилагающихся документов, результатов анализа соответствующих министерств и ведомств, подпись появилась. Вот здесь начинается процедура ратификации. Весь этот пакет документов должен быть передан на рассмотрение Конгресса. У Конгресса на изучение всех сопроводительных документов к решению президента 90 рабочих дней, не календарных, а именно рабочих. Закон об атомной энергии в США специально построен так, чтобы между политическим намерением и вступлением в соглашение в силу появились формализованные оценки и парламентский контроль. Парламентский, не президентский. То есть начало ратификации соглашения 123 между Соединенными Штатами и Королевством Саудовской Аравии – это день, когда состоится официальная передача в Конгресс всего перечня документов, о которых я только что говорил. Решение самого Конгресса тоже имеет не совсем обычную форму. Соглашение 123 вступает в силу только в том случае, если за 90 рабочих дней со стороны Конгресса не поступит ни одного запроса в администрацию президента с целью уточнения формулировок или просто возражения. 90 рабочих дней. Попробуйте отсчитать от предполагаемого дня передачи пакета документов в Конгресс. Вы с удивлением обнаружите, что на календаре будет пора выборов. Будет сейчас заниматься Конгресс рассмотрением этого вопроса или нет, мне сказать сложно. Кроме того, соглашение 123 не отменяет ни одной из прочих мер. Их целый набор в этом законе об атомной энергии. Экспортный контроль над технологиями и материалами, согласование объемов сроков любых поставок с государственным регулятором. Это что касается процедуры соглашения 123. Теперь, что, собственно говоря, желает, для чего Королевство Саудовская Аравия пошло на парафирование соглашения 123. В 2009 году на территории Соединенных Штатов приглашенные китайские геологи обнаружили месторождение урана. Точка. С этого момента Саудовская Аравия задумались о том, что действительно все выглядит странно. Они добывают нефть, нефть идет на питание электростанций, там есть и мазутные электростанции, и нефтяные электростанции. Это, конечно, это про экологию, а на самом деле это вопрос, а почему то, что мы можем продать, мы зажигаем у себя в топке. Мы что-то делаем не так. Заявленная в 2011 году программа развития атомной энергетики в Саудовской Аравии предусматривает строительство 16 гигаваттных реакторов. 16. Если по расценкам Росатома, это 96 миллиардов долларов. Если по расценкам, характерным для компании Вестингаузен, это 200 миллиардов долларов. Если расценки по тем технологиям, которые имеются у французских атомщиков, это, наверное, триллион.
Или я не знаю, сколько там господа французы захотят денег за такое удовольствие. Что предусматривает соглашение 123, так называемое «золотое правило»? Государство, которое желает видеть у себя атомные электростанции по технологиям Соединенных Штатов, отказываются от обогащения урана, от производства ядерного топлива, обязуются получать его только из рук Соединенных Штатов или компаний, обозначенных правительством США, не заниматься переработкой облученного ядерного топлива, передавать облученное ядерное топливо либо самим США, либо тем, на кого будет указано. Точка. Теперь давайте про деньги. Будем считать, что речь идет о заказе на 100 миллиардов долларов. Соединенные Штаты имеют возможность требовать неукоснительного соблюдения золотого правила. Отказ от производства топлива, отказ от переработки. Что произойдет в этом случае? Известно, кто строит реакторы на этой планете. Россия и Китай. Вопрос с производством ядерного топлива эти два государства умеют решать. Российский завод по обогащению урана работает в Китае, китайский завод по фабрикации топлива работает в Казахстане. То есть эта проблема решаема. В этом случае крайне принципиальные Соединенные Штаты могут сидеть на берегу Персидского залива и смотреть, как китайские или российские атомщики зарабатывают свои 100 миллиардов долларов. С учетом некоторых особенностей мистера Трампа, нравится ли ему такое решение? Мне кажется, что нет. Да, мы очень принципиальные, но мы очень бедные. Либо идти на какое-то дополнительное соглашение. То, что появилось в прессе, не исключено, что будет построен завод на территории Соединенных Штатов. А может быть, на территории Королевства Саудовской Аравии. Стороны решат это дополнительно. Умеют ли Соединенные Штаты обогащать уран? До позапрошлого года я бы твердо сказал нет. Сейчас я должен не менее твердо сказать да. Демонстрационный блок центрифуг компания Centrus освоила. Это центрифуги прямой заказ от государства, прямое бюджетное финансирование предназначено для производства топлива халио. Халио – это топливо, это обогащение урана до 19,5% содержания урана-235. Такое топливо необходимо для целого пакета проектов атомных станций малой мощности. Сейчас уже очевиден ближайший потребитель. Государственный регулятор выдал лицензию на строительство реактора «Натриум» по проекту компании TerraPower, одним из акционеров, который является Билл Гейтс. Там нужно вот такое топливо. Те деньги, которые в январе этого года были выделены на расширение имеющегося каскада центрифуг в объеме 2,7 миллиардов долларов, недостаточно. Просто недостаточно. Есть деньги, которые нужны для того, чтобы количество газовых центрифуг было увеличено в несколько раз. Их не хватит. В том случае, если Соединенные Штаты решат, что нужно производить топливо для производить обогащенный уран и по ядерной программе Саудовской Аравии, это саудовские деньги. Это увеличение мощностей производства обычного топлива с обогащением до 5%. Реакторов, для которых требуется топливо с обогащением до 5%, на территории Соединенных Штатов на сегодняшний день 97 штук. Эффект масштабирования известен. Если переходить на конвейерное производство, вы получаете снижение себестоимости на 20-30%. Выгодно это Соединенным Штатам? Да, это выгодно. Пойдет Конгресс на то, чтобы предложенный Дональдом Трампом пакет документов к соглашению 123 был ратифицирован или не пойдет? Это мы будем наблюдать в прямом эфире в соответствии с электоральным циклом Соединенных Штатов Америки. Пункт первый, еще раз, чтобы поконкретнее. Королевство Саудовская Аравия имеет полное право выйти из договора о нераспространении ядерного оружия хоть сегодня. Есть государство, которое блестяще продемонстрировало, как это делается. Название этого государства – Корейская Народно-Демократическая Республика. В 2015 году оно совершенно официально заявило, что выходит из договора о нераспространении ядерного оружия с целью создания собственного ядерного оружия, что Корейская Народно-Демократическая Республика и сделала. Она научилась производить ядерное оружие и сейчас осваивает все технологии, которые помогают доставлять ядерный боезаряд на территорию государства, которое они любят особенно сильно.
Я сейчас не сказал Соединенные Штаты, слава богу, я очень хорошо контролирую себя. Пойдет королевство Саудовская Аравия по этому пути? Это решение властей королевства Саудовской Аравии. Связано это с предполагаемым соглашением с Соединенными Штатами? Нет, не связано. Это нарушение статьи 2 договора о нераспространении ядерного оружия со всеми теми мерами, которые будут предложены. В том случае, если будет принято решение о строительстве обогатительного завода на территории Саудовской Аравии, означает ли это отсутствие контроля со стороны МАГАТЭ? Нет, не означает. Я зачитывал вам статью номер 2, там предусмотрено, что государство, не имеющее ядерного оружия, подписываются под всеми гарантиями со стороны МАГАТЭ. Это набор мер, это инспекторы, которые проверяют, это контроль за появлением радиоактивных изотопов. Слава богу, современная измерительная аппаратура позволяет это сделать. У меня по этому вопросу все. Все остальное сейчас, с того момента, как документы поступят в Конгресс США, все будет находиться в руках США. Конгресса США. Не многоуважаемого президента Дональда Фредовича Трампа, а вот то, как будет принимать решение Конгресс. Напоминаю, что запрос от любой фракции, что мы здесь видим риски для национальной безопасности Соединенных Штатов, означает, что документы пойдут на пересмотр, будут дополнительные соглашения. Из прочих анекдотов дня сегодняшнего, 27 июня 2026 года, Дональд Трамп заявил, что подписывать соглашение 123 с королевством Саудовской Аравии он будет только в том случае, если Саудовская Аравия войдет в Авраамово соглашение. Каким образом это связано с текстом соглашения 123, неизвестно никому, кроме Дональда Трампа. Имеющееся законодательство Соединенных Штатов таких дополнительных требований не предполагает. Будем следить за развитием событий. Рассчитывать на то, что Саудовская Аравия двинется к созданию ядерного оружия, конечно же, можно. Это очень интересно. Государства, у которых нет института ядерной физики, нет исследовательских реакторов, нет своей научной конструкторской инженерной школы, будет туда двигаться. Ну, хорошо. Если оно стартует прямо сейчас, лет через 30-40, может быть, мы увидим какую-нибудь ядерную бомбу в исполнении Саудовской Аравии. Но выход из договора о нераспространении ядерного оружия предусматривает совершенно определенные контрмеры со стороны Совета Безопасности ООН. Требуется ли это в нынешней обстановке Саудовской Аравии? Ну, попробуйте ответить на этот вопрос самостоятельно. Мое личное мнение, нет, им и без этого есть чем заниматься. Если кто-то не верит, что им есть чем заниматься, могут посмотреть в сторону Бабельмандебского пролива или Ормузского пролива и задуматься о многом. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо в МАКС. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, что мы дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте распространять наши ролики в доступных вам социальных сетях. Это поддерживает наш проект. Не забывайте основополагающие документы, на основании которых у нас нет мировых войн последние уже много-много лет. Нарушение договора о нераспространении ядерного оружия – прямой путь к всемирной ядерной войне. Всем всего доброго, берегите себя.